Мехико. Второй самый большой город Латинской Америки, уступая первое место только такому гиганту, как Сан-Паулу. В Мехико живет больше 20 миллионов людей, а в городе и правда есть что увидеть. Но представьте, что у вас всего лишь 24 часа на то, чтобы узнать этот город. Куда бы вы пошли? Вот мои любимые места в столице Мексики, куда я бы с радостью вернулся. Но стоит предупредить, что в этот список не войдут места, которые у меня лично не получилось посетить, или те, про которые я уже говорил в прошлых видео. Ссылка на них внизу. Ну что, поехали? С самого начала скажу, что перемещаться по городу лучше всего на велосипеде. Мы арендовали Экобиси. Это вообще самая лучшая инвестиция – велосипед. Мы купили себе абонемент на год, потому что это дешевле, чем абонемент на 2 недели. И вот мы катаемся целых 3 недели на велосипеде по всему городу. Первой нашей остановкой будет парк Чапультепек. Где также можно посетить замок, в который мы решили не идти из-за длинной очереди, но вы обязательно туда загляните. Парк, кстати, закрывается в 5 часов, так что не откладывайте посещение на потом. Не упустите возможность покормить белочек, а их здесь много. О, привет. О, привет. Она может посмотреть. Дальше на велосипеде, или если вы не фанат велосипедов, сядьте на автобус британского стиля и прокатитесь вдоль проспекта Пасео де ла Реформа. Выйдите на остановке возле парка Аламеда Централь. Пройдитесь через весь парк и насладитесь чашечкой кофе в кафе с видом на оперу. Но не забудьте оставить на чай. Люди здесь такие алчные. Они хотят постоянно чаевые. То есть тебя здесь не спрашивают, хочешь ли оставить деньги на чай? Да. Спрашивают, сколько ты хочешь оставить на чай. Понимаете? Но это даже не дело в деньгах, не дело в людях, а дело в системе, в том, как здесь это все работает. Потому что они должны платить часть выручки кому? А кому? Бандитам. Мафии. То есть каждый раз, как вы ходите в ресторан, то есть вы должны оставить деньги на чай. И это даже не обсуждается. Раз мы не оставили деньги на чай, и Таня потом переживала, что будут проблемы. Что меня найдут и убьют. Да. Так что в этот раз мы оставили на чай 10%. То есть мы заплатили 90 песо за 2 кофе, и 9 песо мы оставили на чай. Заплатили тоже картой, так что все удобно. После кофе по пути к главной площади не пропустите вот этот красивейший почтовый музей. Вход бесплатный. Посетите центральную площадь и позалипайте на виртуозных регулировщиков. А сейчас мы перенесемся в западную часть города, где нас уже заждались несколько очень фотогеничных мест. Да, это не просто красивое здание без углов. Это еще и бесплатный музей, который точно стоит посетить.
После посещения не спешите уезжать, ведь прямо перед музеем есть еще одно инстаграмное место. Ну и, конечно же, какой день в Мексике без ее известной еды. Попробуйте уличную еду. Тортас, такос, бурритос. Мы обычно брали без мяса. Нам клали авокадо, грибы, картошку, овощи и, конечно же, соус. Аккуратней с соусом. Моим открытием стала уитлакоче. Это что-то типа кукурузы, давно забытой в холодильнике, но на вкус напоминает грибы. Ну и еще несколько мест, которые могут быть вам интересными. Парк Мехико. Парк, где можно отдохнуть от городского шума и позалипать на скейтбордистов. Это все, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, какое из мест вы бы посетили в первую очередь. Спасибо, до встречи.